Продолжает свою работу схема азербайджанская Долиной. Директору агентства недвижимости, купившему квартиру у пенсионерки по схеме азербайджанской бабушки Долиной, в Великом Новгороде отказал Верховный суд. Кстати, Долина никак не пострадала, катается по концертам, совершенно что-то невероятное происходит. Жилье оставили, больше того, она заходит в залы, уже есть факты, видеофакты, ее то освистают, то просто из зала люди выходят. А ее все равно, эту азербайджанскую бабку, нам везде тащат. Это что-то невероятное. По данным базы, 73-летняя Татьяна Евсейчик в октябре 23 года лишилась единственного жилья после разговора с мошенниками. Ну, нам мошенников-то будут представлять или нет? Или азербайджанцы сказали не надо? Да, там, что говорят Агаларовы по поводу мошенников, что не надо предоставлять? Ну, я просто, у них есть эти ячейки, их по национальному признаку, поэтому я уж не знаю, кто там поважней. Агаларовы такие, ребята, важные, их даже после нападения на Крокус не расследовали. Ребята серьезные. Ее, да, то есть, кто полиции дает команды судам? Ну, вот давайте теперь, да, еще раз. Радовались, что Верховный суд, отменив вот эту схему Долиной, что теперь, так это и работает, другие суды ниши, значит, пониже юрисдикции, значит, они не смогут нарушать решение Верховного суда, потому что оно как такое серьезное дополнение к закону, о том, как, на что надо ориентироваться, как принимать решения. Верховный суд принимает решение, но мне кажется, что на него как-то плюнули. Ну, давайте разбираться. Ее убедили, что квартиру пытаются, не знаю, доказывайте. Вот эта привычка рассказывать про каких-то условных мошенников, показывайте мошенников. Вы не имеете права утверждать, что есть мошенники, если в деле их фамилии не перечислены. И то, куда, это обязательно. Криминалистика – это наука. Если ты говоришь о мошенниках, то есть ты можешь об этом говорить только после того, как мошенники обнаружены, схема их предъявлена. Четко и ясно, как это действовало, где брали информацию, как разводили, допустим, человека, где узнали его имя, и где деньги, если кого-то обокрали, куда-то деньги ушли, где деньги. Только тогда можно говорить о мошеннической схеме. Либо, если кто-то говорит о мошеннической схеме, но мошенников нет, он и есть мошенник. Он просто говорит, ну это кто-то. Ну это же избито. То есть, если кто-то заговорил о мошеннике, то тогда у меня вопрос, откуда ты знаешь? Я так ни одно дело ловил, когда в деле Влада Бахова сказали, там, ну, пропал, потом нашли останки, короче говоря, несовершеннолетнего, заманили в лес, там, дети чиновников, дети членов партии «Единая Россия». И когда находят останки в лесу, причем скелетированные, это очень странно все было, вообще ничего нет, только вот какие-то кости, простите. И они вдруг начинают говорить, он замерз в лесу. И в этот момент я потираю руки, как блогер-расследователь, потому что, ребята, вы попались. Больше того, они говорят всей это хором. Ответ на мой вопрос, откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что он замерз в лесу? Что он не наткнулся на ветку, что у него, не знаю, не произошла какая-то аномальная остановка сердца, что на него маньяк какой-нибудь не напал. И черт, найдены только скелетированные останки. Там вообще не думают, что специально подбросили. Там поиски проходили, то есть там это очень странное это было появление останков. Но даже не про это речь. Откуда вы знаете, что с ним случилось? Вы же говорите, что вы не знаете, где он был. Вы же его прямо изображали, что он куда-то пропал. Я к чему? Вот эти вещи, когда вдруг начинают нам утверждать то, чего не может быть, сразу же первый вопрос к тому, кто начинает утверждать. Откуда ты ядрит-мадрит за ногу налево? Это знаешь. Но они почему-то знают. Переоформить, предложили спасти ее, срочно продать и передать деньги курьеру. Сделка прошла через агентство с сервисом срочного выкупа. Жилье оформили на директора компании за 1,9 миллионов рублей, после чего пенсионерка тут же отдала деньги неизвестным. Каким? Фамилии. Или ничего она никуда не отдавала. Может быть, эта схема, может быть, она какой-то диаспоре, может быть, азербайджанская отдала, потому что последний, кто звучал очень странно, звучал в этом деле, это товарищ азербайджанка Долина. Сначала суд встал на сторону покупателя, но... Понятно, Верховный же уже такие решения принимал в деле Долиной. Но апелляция назначила психопсихиатрическую экспертизу. Она показала, женщина страдала расстройством личности. Все как схема Долиной, 100%. Долина тоже там тараканчиков парочку нашли. Находилась под влиянием мошенников и не понимала, что фактически продает квартиру. Заявил ее адвокат Антон Пономарев. Продолжает работать схема азербайджанская Долиной. Сделку признали недействительной и вернули жилье пенсионерки. Риэлтор пытался оспорить это решение в Верховном суде, ссылаясь на статус добросовестного покупателя. Однако Верховный суд, тот же самый Верховный суд, феноменально указал, в подобных спорах применяются нормы о недействительности сделки, а не защита приобретателя. Кроме того, как профессионал, то есть Верховный суд начинает потихонечку отыгрывать. То есть нам всем показали сейчас Долина подаст, сейчас Долина переигрывать начнет. Я просто к чему? К тому, что получается тогда, что с ней поступили несправедливо с Долиной.
Так что, граждане, кто уже... Я 1000 раз говорил, что когда резонанс умолкает, дело начинает отыгрывать в обратную сторону. Дело Артема Карлышева этому показатель. Там мамочка даже сердце не выдержала. Ну, ее сына забили, детишки чиновников там предположительно было, но так не докопались всерьез. И Москва подключилась и сдвинули. Ну, там резонанс был сильный. Сдвинулись, там начали появляться свидетели, ну и так те или иные участники подозреваемые. Все, люди такие довольно отвернулись. И все отыгрывается обратно. Свидетели из дела вылетают, и у матери сердце не выдержало, по официальной версии, по крайней мере, она скончалась. И таких случаев в Ставрополе девочка выпала в окно, резонанс огромный, потому что она перед этим запись ведет прямой эфир. Ну, она же не профессиональная актриса, и видно, что она на кого-то смотрит, то есть, знаете, в глаза выдают. Резонанс огромный, расследуйте, значит, официальное заявление, так вы не лезьте, перестаньте, диванные там прокуроры увалите отсюда, сейчас разберемся, значит, полиция начинает разбираться, в сеть после того, как они обыск проводят, попадают кадры, ну, знаете, женщины там фотографируют себя, короче, ну, там, полураздетые, еще что-то, в сеть сливается просто ее личные какие-то данные, и такие, значит, условно заказанные комментарии о том, что вот она там только что не проститутка. Ну, какую-то ерунду. То есть ее начинают поливать грязью, дело, конечно же, останавливается. В Ставрополе может даже поискать девушку. Ну, там случаи это не единичные, но, в общем, я там ковырял это дело достаточно подробно, ну, сколько было возможно, просто замяли, там данных нет. Единственные данные были, что у нее были планы, она летом собиралась ехать отдыхать, для самоубийства куча, значит, фактов, которые бы могли опровергнуть даже предположение суицида. Но полиция говорит, замолчите, мы сейчас разберемся, и то есть откровенные просто попытки замять. Ну, вот у меня складывается впечатление такое. Так что здесь Верховный суд принимает решение в интересах вроде народа, которого по схеме Долиной обманули очень массово. Люди чуть-чуть успокоились, отвернулись, да, им не до этого, там, им на голову беспилотники падают. И тоже Верховный суд уже начинает, значит, нам что сообщать? О том, что в подобных, значит, спорах применяются нормы о недействительности сделки, а не защита приобретателя. Вот Лурье, привет, передайте, да, в деле Долиной. Кроме того, как профессионал, он должен был обратить внимание на заниженную цену и обстоятельства сделки. Слово в слово дело Долиной. Я вам говорю, прокачивает Долина, у нее еще отыграют все обратно. В итоге Верховный суд отказал в жалобе или, значит, как придумают компенсацию с ваших пенсий и, значит, что-нибудь денег заплатить, наверное. Вот поменяйте слово. Квартира осталась, под нее работа ведется, квартира осталась за пенсионеркой, а покупателю вернули уплаченные 1,9 миллионов рублей. Вернут, я думаю, вернут. Нет, схема предполагает, что никто никому ничего не возвращает. На то она им мошенническая. Такая ситуация, друзья мои, такие новости пишите со своей стороны. Короче говоря, я делаю вывод, что схема Долиной жила, живет, и ее пытаются прокачать, чтобы она жила дальше. Кто в этом заинтересован? Наверное, не только Долина. Есть кто-то очень сильно в доле, как рисуется это мне.